Так, друзья, всем привет! Я постепенно возобновляю этот канал. Потихоньку сейчас буду продолжать расклады. Значит, но у меня есть несколько условий. Во-первых, а, я здесь буду транслировать, пропагандировать обратную связь, да, энергообмен, во-первых, да, то есть энергообмен это в виде лайков, комментариев и, конечно же, донатов. Да. Те, кто смотрит, пожалуйста, да, как бы если вы как бы поддерживаете эту историю, если вам тоже хочется, чтобы за вашу работу вам как-то, ну, вознаграждали вас, да, как бы, то если вы хотите, чтобы с вами поступали так же, то как бы имейте в виду, что я тоже этого хочу и жду. Да. Второй вариант, значит, если здесь будут появляться какие-то комментарии в виде троллинга, какого-то там, не знаю, хейтинга и всяких вот этих вот из серии православия головного мозга, да, там типа «покайся, грешница, гадалка» и так далее, то есть тоже будут сразу уходить в бан, даже без разговоров, без каких-то комментариев. Значит, третье. У меня есть телеграм-канал, который я на время закрывала, он также называется «События в мире. Взгляд Таро». Соответственно, сегодня я его открыла, привязала к нему обратно чат, восстановила там всякие функции. В общем, туда тоже буду транслировать какую-то информацию, которую я буду считать интересной для большого количества людей, ну и для меня в первую очередь. Вот, так что, короче, потихоньку буду возобновлять все, что недавно я закрывала. Так, значит, сегодня расклад будет, ну, сегодня уже был расклад. Кстати, на моем канале, да, я просто еще тоже четвертое правило или не знаю какое там уже по счету. Значит, у меня все расклады идут в определенном сценарии. И сценарий этот придумываю не я, просто открывается информация в определенной последовательности. Поэтому рекомендую смотреть все видео вот так, как они идут, да, то есть от поздних к ранним. Значит, почему? Потому что в них есть информация, за которую я цепляюсь, и дальше раскручиваю этот клубок. Соответственно, если вы не смотрели предыдущее видео, вы не будете понимать, о чем я говорю, вот, например, в этом видео. А в этом видео я буду ссылаться на предыдущее, вот там, где послание, да, вот этой Фатимы и предсказание про Россию. Там, значит, было четко сказано, что, короче, неважно, все, кто не смотрел, да, ставим на паузу, возвращаемся в предыдущее видео, сначала смотрим его, а потом сюда, да, как бы учить здесь уже за ручку водить никого не буду. Если я так говорю, значит, делаем так, потому что, ну, вот как бы такие правила на этом канале. Так, все, значит, сегодня будем рассматривать причины, почему Россия, вот, ну, я лично беру тему из того, что я вижу. Значит, по моим ощущениям, Россия сейчас вот топчется на месте, что называется, зашла в тупик, нету ни продвижения ни назад, ни вперед. Так, дверь закройте, пожалуйста. Соответственно, хочется понять, в чем проблема. То ли это какие-то внутренние, там, не знаю, распри мешают, то ли извне. Да, сейчас подсказка уже, да, что это такое рыцарь пентаклей. Ну, вот действительно, вот он, медленная, реально очень медленная карта, да, то есть это вот действительно самая медленная карта в колоде, рыцарь пентаклей. То есть вот по сути, ну, нельзя, конечно, сказать, что Россия прям топчется на месте, но действительно она движется очень медленно, то есть потенциал, конечно, есть. Хорошо, что в прямой позиции карта вышла, то есть говорит о том, что все-таки уже, да, какой-то позитивный, ну, скажем так, формат уже нарисовался, но очень медленно, да, то есть могли бы мы, да, ну, давайте уже, видите, карты уже начали рассказывать, могла бы Россия сделать какой-то действительно рывок, более такой мощный, скажем так, ну, как бы, да, no comments называется, да, я не могу врать. Так, ну ладно, ребят, ну смотрите, да, то есть мы могли сделать рывок, реально могли бы, да, ну просто вот, потому что солнце это прям, ну реально прорыв, знаете, это как вот из-за туч выходит солнце, да, и сразу все, вся там, не знаю, вся площадь, да, вся территория озаряется, то есть мы могли реально сделать рывок, на солнце у нас такой мальчик, да, который на лошади врывается, да, вот в какое-то пространство, то есть да, мы могли бы сделать рывок, и причем очень классно, что солнце в прямой позиции, то есть о том, что рывок этот не просто какой-то в никуда или куда-то там, да, то есть, а он действительно туда, куда надо. То есть в сторону там счастья, не знаю, какого-то, как это называется, исполнения всех желаний, ну и так далее.
Так, ну, круто. Давайте тогда посмотрим, почему же тогда все-таки мы сейчас в этом рыцаре Пентакли немножко, как говорит. Так, Тима, фу! Вот так. Вот видите, тут кто-то хочет что-то своровать нам пространство подсказывает. Так, почему же мы тогда этот рывок пока, ну, Россия не может сделать? Ну, знаете, вот эта история, да, смотрите, я сейчас образ опишу, да, просто чтобы понимать, я, конечно, потом раскрою. Ну, представьте себе, да, что вот Россия, это вот, ну, императрица – это Россия, да. Есть какой-то, условно говоря, авторитет, да, потому что иерофант – это про авторитет, который своими, как бы, условно говоря, ну, речами, да, потому что иерофант – это как папа римский, что он делает, да, он проповедует, какими-то своими, условно говоря, проповедями вгоняет, да, вот всю страну в какие-то страхи. То есть, по сути, нагнетание какого-то страха, и, ну, страх – это плюс еще состояние, да, когда, ну, как бы вот страх такой сковывающий, да, потому что мы говорим про то, что мы сейчас в тупике и не можем двигаться. То есть, по сути, это влияние какого-то условного авторитета, сейчас мы его будем раскрывать, который влияет своими какими-то там указаниями, да, что-то, ну, иерофант тут всегда про что-то я типа вот, я указ, да, вот я издаю указы, или там, не знаю, слушайте меня, да, вот так, как я сказал. Что это за авторитет такой, иерофант? Опять мир выходит, смотрите. Вот у меня тоже, да, вот на днях делала расклад про именно вот про этот вагнеровцев, там про этот мятеж. Да, слушайте, опять мир выходит. То есть, казалось бы, это, ну, сейчас я не знаю, мир, влюбленная Адам и Ева, мир Адам и Ева, как змей-искуситель какой-то. Сейчас. Смотрите, здесь еще может быть такое, ну, сейчас. Спросила просто. Здесь, знаете, такое, так интересно, смотрите. Влюбленные карта, да, то есть вроде как лояльность. Но по факту, да, стоит такая, ну, фигура, ну, точнее, не фигура, а энергия. Вот условно лояльные люди, да, в миру где-то, может быть, за границей люди какие-то, они как бы лояльны к России, но по факту они, ну, скажем так, навязывают, да, свое мнение. Спросила, через что? Ну, через деньги. Это очень богатые люди, которые, ну, либо, ну, я не могу сказать, что вот это спонсорство, но какое-то финансирование от них точно идет. Ну, или зависимость по финансам, она от них есть. И они, ну, вот реально тройка пентаклей – это про взаимодействие, да, про сотрудничество, командная работа. То есть, условно говоря, они как бы в нашей команде, и одна масть, видите, одной масти, да, условно мы с ними одной масти, то есть это наши даже соотечественники могут быть. А что такое про мир тут? Ну, опять, видите, пентакли. Ну да, это люди, грубо говоря, за морем. Смотрите, они живут где-то, они наши соотечественники, но они, видите, вот она мать, да, а они как бы это типа, ну, мы там, где нам спокойнее, по сути. Они сделали свой выбор, грубо говоря, живут где-то за горами, ну, как это называется, за бугром, да. То есть они где-то в другом месте, они не в России живут. Но это наши соотечественники. Они живут где-то за рубежом, и, ну, в каком-то условно в тихую гавань, знаете, перебрались со своими детьми. Там, может быть, их жены, там, ну, не знаю, дети, вся семья там вот. Короче, это наши соотечественники, которые живут за рубежом, очень богатые люди, но они как будто диктуют какую-то свою, ну, скажем, свою правду, да. Что они тут накручивают, почему они так боятся, чего они боятся? Ну, или как бы, что они такого говорят, что вызывает какой-то страх, как догоняют страха. Что-то вообще какой-то трэш.
тайные какие-то, темные какие-то делишки тут. Жрица, маг. А смерть? Что значит смерть? Не пойму. Ну, смысл такой, они, я поняла, они трансформируют что-то, ну, как условно, какие-то там тайные какие-то манипуляции. То есть они, ну, по сути, это реально как кукловоды, только, ну, Иерофант тоже кукловод, конечно, еще тот. Но они, видите, трансформируют пространство под себя, да, то есть они как будто инициируют что-то, чтобы им было выгодно, да, то есть они инициируют так, чтобы они получали от этого удовольствие какое-то. Ну, то есть, типа, делай вот так. Кстати, еще не исключу варианта, потому что верховная жрица с магом, это может прям конкретно указывать на магию. Кстати, расскажу, короче, вот здесь нужно остановку сделать. Значит, я на своем канале «Путь воды», который у меня сейчас самый активный, ну, там не очень много народу, но вот с ребятами мы давно уже работаем, я там рассказываю про эзотерические всякие фишки, и в том числе про магию. Был у меня тут недавно такой эзотерический, как это называется, командировка, так ее назовем. И там очень много информации открылось, значит, о том, что на самом деле в мире реально работают люди, которые магичат. Вот реально магичат на уровне не такого конкретно человека, а на уровне стран. Там реально есть очень крутая какая-то секта, я не знаю, подпольная там, не знаю, организация. Вот хотите верьте, хотите нет. Я вот не зря вот в предыдущем раскладе у меня эта тема вышла. То есть эти люди реально подминают под себя все пространство именно так, как нужно. То есть они запугивают, условно говоря, всю страну, там даже авторитетов могут, даже тех, кто управляет страной. Ну-ка, давайте посмотрим. На глав правительства, скажем так, там тоже, они тоже под раздачу попадают. Ну, путы, карта пут в магии. Кто знает, карта путы. Магическая война, да. Слушайте, там просто, понимаете, там вот представим себе сейчас, что вся верхушка власти, она окутана, грубо говоря, как знаете, вот как в сети паука попалась, и вот этот паук, вот этот кукловод главный, тут есть кукловод главный, просто манипулирует вот этой всей историей. То есть там запугивание идет, и это вот то, что запугивается сверху, соответственно, уходит вниз, да, на весь народ. Слушайте, это просто атас. Такого я даже... Нет, я, конечно, говорю, я уже говорю, я ради прикола сказала, да, у кого дома четверговая соль, выкладываем карту России, засыпаем сверху соль по контуру, а лучше вообще везде, знаете, весь мир. Карту мира просто надо так хорошенечко просолить. Ну, здесь вот шутки шутками, но я даже не знаю, как бы, что здесь еще можно сказать. Да. Хорошо, ладно, чего они добиваются? Ну вот, Луна. Все, это замутненное сознание. Понимаете, вот реально, это просто спящее сознание. Вот если мы говорим, люди осознанные и принимают решения в осознанном состоянии, а это в спящем. Вот представляете, вот человек спит, да, и ему вот как бы то, что, грубо говоря, как под гипнозом ты ходишь, вот тебе что внушили, то ты и делаешь. Да, вот, говорю, то, что внушили, то и делаешь. Да. Ну и они довольны, понимаете, они довольны. Слушайте, ну это вообще атас, я не знаю. Ну-ка, давайте-ка почистим эту историю. Я просто... Как ее снять? Как ее снять? Как это снять? Не, ну тут профессионалы нужны, конечно. Профессионально. Так, кто эти профессионалы? Просто хочется понять, кто это, что это за профессионалы тут, блин. Ну, да. Слушайте, ну тут... Нет, тут, конечно, да, как снять? Ну, сейчас... Император тут.
Ну, скажем так, начать надо с головы, да, как всегда, рыба гниет с головы, и, соответственно, все остальное то же самое. Вот как надо начать с императора, короче. Вот пока он не осознается, ну, дальше как бы, пока, видите, лидер в оморочках. Вот здесь начать с лидера, с главы государства надо. Я не знаю, кто. Ну да, тут есть. А что такое? Сейчас. Ага, интересненько. Так, сейчас. Кто это должен сделать? Ну, скажем так, как-то император об этом узнает, ему доложит всю тяжесть этой ситуации. Ну, считайте, что весточка уже улетела. Как мы можем понять, что начались какие-то изменения? Вот это исцеление уже. Слушайте, ну да. Ну, скажем так, здесь король мечей, да, это карта вот как раз суперосознанного товарища. Ну, это будет понятно по, знаете, вот когда, ну, вот такое сейчас есть понятие, как клоунада, там, шапито, цирк, да, вот когда вот, условно говоря, цирк прекратится. Когда начнутся приниматься или озвучиваться хотя бы для начала какие-то, скажем так, разумные идеи. Вот, вот будет сразу как-то это ощутимо. Ну, здесь, ну, примерно так. То есть, ну, скажем так, почувствуем разницу до и после. На самом деле, смотрите, такой мой инсайт по магии, по всякому взаимодействию, ну вот не взаимодействию, а воздействию. Значит, самая основная история, магия влияет на человека именно с позиции запудрить ему мозги. Самая основная цель – запудрить человеку мозги, грубо говоря, запутать его, чтобы он не мог прийти туда, куда ему нужно прийти, чтобы он, ну, условно, нес какой-то там бред, компот и всякую чушь, чтобы его действия были не слаженные, соответственно, ну, из серии там, а вы как не садитесь, все, музыканты не годитесь. То есть люди, когда чтобы не могли договориться, чтобы они друг друга не понимали, не слышали. В основном все нацелено на это. И все идет на воздействие через голову. Воздействие идет на голову, короче. То есть когда человек понимает, вот, когда он прозревает, когда он осознает, что происходит, даже уже самой информации о том, что на твою голову, блин, вот так воздействует, этого уже достаточно для того, чтобы человек внутри себя просто поставил блок на любые другие взаимодействия, чтобы воздействия, чтобы они больше просто к нему не приходили. То есть вот в основном магия влияет вот так. То есть когда человеку предупреждают, говорят, что вот смотри, там, чувак, не знаю, кто-то еще, с тобой происходит вот такое, то есть ты идешь не туда, да, тебе говорят, вот пришел к тебе человек и говорит, ты идешь не туда, да, почему? Потому что. Да, потому что твое сознание, твою самостоятельность разрушили. Как ее разрушили? Просто запудрили тебе, грубо говоря, мозги. Вот таким вот магическим способом. Воздействия могут быть любые, через что угодно, через еду, через питье, причем даже не обязательно, знаете, вот раньше, да, было у меня такое впечатление, что, ну, вот тебе должны были дать стакан, там, вода, а в ней что-то магия какая-то. Ни хрена. Сейчас по-другому вообще все это работает. Такая, знаете, как это, магия нового часа, давайте так ее назовем, нового мира. Все это делается даже дистанционно, то есть просто, условно говоря, ставится такая программа, как и просто, да, рассказываю то, что знаю. Ставится программа, например, что как только человек, условно говоря, съест какое-нибудь там красное яблоко, значит, любое красное яблоко уже сразу закодировано на вот эти восприятия, ну, на воздействие. То есть там можно даже вообще, короче, да, этот опыт работает.
до сих пор. Так что аккуратнее. Ну, не знаю, кому-то, может быть, подсказала. Как бы, да, плавали, знаем, потому что уже все это сами. Ну, вот так, ребята, здесь такая история. Так что, ладно, окей, давайте посмотрим. Просто там, конечно, не все так просто. Да, вот поставь свою зону комфорта, защити свой дом, да. Такой сейчас как призыв такой, да. Хочешь избавиться, защити свой дом. Но здесь надо ставить защиту однозначно, потому что иначе это вот всякая шваль, там всякая хрень будет прилетать постоянно. То есть если на тебе нет защиты, или защита такая себе, или ты... Я просто не знаю, кто там с кем как работает, но я когда в это вникала, я поняла, что там можно такие креативные схемы придумывать, что, ну, как бы снять это будет сложно. И снимать это надо также очень креативно, потому что, ну, то есть, условно говоря, если ты знаешь, что ты там через любую еду, питье, там что-то еще, там лекарства, даже речи какие-то могут на тебя воздействовать. Ты должен вот это все сразу как бы, ну, приводить в формат, что воздействие с любой стороны. Ну, то есть надо ставить, ну, короче, защиту можно ставить, но это тоже надо, ну, понимать, короче. Не просто там, типа, знаете, пошел, прочитал какой-то заговор из интернета, там, условно говоря, или из какой-нибудь тома, потому что когда хотят вот это все, ну, чтобы с тебя не снять эту историю, делается еще дополнительный замок, ставится, например, что типа любые заговоры, которые известны, да, в каких-то книгах, они не работают, просто их сразу блокируют. Поэтому там нужен креативный подход. Короче, ладно. Так, предлагаю предложение сдвинуться в сторону воссоединения. Я не понимаю, это сейчас о чем? Ну, еще есть тут обращайтесь к светлым силам, потому что это у нас в данном случае, в данном соединении, это у нас идет воин света, ну, то есть, как сказать, архангелы и так далее. То есть, короче, типа обращайтесь к Солу, да, только в данном случае обращайтесь там, например, к Михаилу, к архангелу Михаилу. Вот он у меня тут помечен этой картой. Да, здесь, если что, говорят еще к высшим силам обращайтесь, они помогут, ну, как бы направят. Ну, здесь в любом случае все переводите, это вот на пространство всей России. Короче, вот такая здесь история. Понятно, что... Так, какой-то возврат. Понятно, что это, ну, как говорится, для узкого круга людей, но... Да, и будет возрождение силы. Вот она, вот, короче, здесь нужен креатив, ребят, здесь нужен креатив. То есть если там какие-то, я не знаю, кто там с кем работает. Там причем, да, кстати, еще тоже, ну, если бы я, например, хотела поставить, значит, это как вот Шерлок Холмс и профессор Мориарти, здесь примерно такие же состояния, соревнования, то есть из серии, ну, как мысли, как преступник. То есть находи креативные истории, потому что даже если пойдет, например, там глава государства к какому-нибудь там магу известному и так далее, то есть, скорее всего, на его работу тоже будет поставлен блок. То есть будет видимость создана, что типа все сработало, на самом деле ни хрена не сработало. То есть такие темы тоже ставятся. То есть если мы говорим про какую-то глобальную вот эту вот магическую историю, то я вас уверяю. Кстати, да, еще тоже, скажем так, в одном из раскладов, да, на днях я справила, мне там так вырвалось, а при чем здесь Англия? Да, при чем здесь Англия? А как раз, наверное, при том, что я, конечно, ссылаюсь на некоторые сериалы, но просто у Англии снято очень много крутых сериалов про магию. И Гарри Поттер оттуда же. Просто поищите, сколько сериалов снято американцами про магию и сколько англичанами. И когда вы их посмотрите, если кто-то разбирается в этой истории, то вы поймете, что там ну, раскрыты очень крутые истории. Ну, я имею в виду магические. Вот так. Так, ладно, что еще? Последний триплет. Давайте здесь посмотрим. Жертва. Ну, это уже так, финалочка. Да, здесь какая-то женщина орудовала. Здесь женщина все делала. Ну, мощная женщина. Да, здесь женщина орудовала. Мощная женщина. Да.
Или просто здесь как воздействие шло. Нет, здесь женщина орудовала. И здесь вот он как раз замок на дурак, король кубков, на исцеление. Здесь стоит замок на исцеление. Вот о чем я говорила. Здесь нужны какие-то подходы креативные. Не знаю, ладно, окей, найдут ли эту историю? Не найдут. Захотят выйти из кризиса, надоест сидеть, найдут. Да, захотят покончить. Да, захотят покончить, то, ну, здесь война магов должна начаться. Типа, у вас женщина, а мы королем пойдем. Короче, вы королевой, а мы королем. Да, такой. Потому что здесь, ну, здесь история о том, что если это не сделать, то, ну, как бы... Ход королевы, да, я сейчас вот выложила. Здесь нужна женщина. Еще тоже ищите женщину. Ищите женщину. Может быть, она тут выйдет, а может быть, она... А может быть, женщина... Нет, здесь еще так можно прочитать, что здесь еще женщина... Здесь, может быть, женщина какая-то поможет из этой истории выпрыгнуть. Поможет здесь. Ладно, все, вот такой расклад. Немножко, наверное, неожиданно для вас, ну, для меня в том числе. Хотя эту историю я уже рассказывала на своем канале «Путь воды» еще, если не соврать, в начале апреля. Ну, потому что я там рассказывала, правда, на примере отдельно взятого бизнеса тоже, да, как у нас, скажем, как магия в бизнесе работает. А это сейчас целые холдинги, целые системы, целые производства работают в этой системе. То есть они, там лекарства замагичены, там алкоголь замагиченный. И все это влияет на сознание людей. А все идет, сейчас скажу, где она училась там. Мы просто одну такую фигуру, женщину вычислили. Она училась, но она в Англии училась, да. И там как раз вот этот ковен, который, ну, как бы посвящает в эти истории, то есть дается тебе, ну, короче, условно говоря, ты бизнесмен, ты едешь в Англию, в какой-то крутой там кто там, Гарвард, Оксфорд, неважно. Значит, тебя там приглашают в определенный ковен, говорят, что типа так и так, у нас есть доступы к магии, значит, мы тебе можем их дать, но, значит, ну, как бы там вход, конечно, очень большой, значит, смысл в чем? Значит, мы тебе даем доступ, и ты начинаешь там какие-то свои вот эти вот магические темы продвигать. Значит, ты просто из грязи в князи просто легко взлетаешь. Значит, смысл такой. Мы подследили у этой дамы, я там с коллегой работала, мы отследили у этой дамы там просто результаты до поездки вот туда. Ну, я не помню, там то ли Гарвард, то ли Оксфорд. И после возвращения. Там просто, ну, вот такой вот взлет, вот такой вот финансовый взлет. Вот. Но так как она у нас, по сути, у нее фармакология. Ну, фармкомпания, короче. Ну, представьте себе, какое количество лекарств, да, люди употребляют, а там, ну, не то, что половина пустышек, и у нас тут на дне луна, да, круто. Не то, что половина пустышек, а там, ну, из серии там лекарства замагичены таким образом, что ты его пьешь, и просто еще больше тебе нужно лекарств. То есть ты, по сути, ну, просто болеешь, одно лечишь, другое калечишь, и это такая, как бы, вот условно, как в бизнесе работает магия, а вот так. Когда ты просто тупо принимаешь лекарства, тут же у тебя начинается другая болезнь, то есть ты как бы один процесс можешь залечить, у тебя тысячи еще там параллельных, и ты постоянно просто подсаживаешься на эту иглу, просто тупо носишь бабки в эту историю. Ну, про алкоголь я вообще молчу, потому что там тоже несколько холдингов мы выявляли. Не буду уже все называть, потому что, ну, как бы не хочу. Вот так. Так, ребят, все, на этом у меня все, да. Не забываем про донаты, потому что, да, как бы, если не будет обратной связи, ребят, ну, реально, вот честно, ну, неохота работать. Да, вот кому интересно, кому, как бы, кто хочет вникать в какие-то такие темы, как бы, я буду делиться много, потому что у меня есть много информации. Я сейчас делюсь пока с узким кругом, да. Опять-таки, есть у меня второй канал «Путь воды», ссылки все в описании, там же, ну, и в чате, в Телеграме. Там я делаю просто другие совсем расклады. И там же, кстати, недавно выложила еще несколько раскладов на Россию, там на Украину. Там, ну, не буду опять рассказывать, да, спойлер, как бы, кому надо, кому интересно, зайдете, посмотрите. Так, ну ладно, все, на этом пока. Всем пока. Не поддавайтесь на магию, да, просыпайтесь, ребята. Самое главное, да, то есть держите свое сознание, как говорится, в чистоте.